Здравствуйте! Вы смотрите канал Декорация. Китайским дизайнерам пришла идея создания мишек из роз. Это новый бренд, который стал очень популярный в Европе и США. И многим рукодельницам захотелось попробовать сделать такой подарок своими руками. Основа такого мишки – это пенопластовая заготовка, которую сейчас можно купить во многих магазинах для творчества. Я настоятельно рекомендую именно купить такую заготовку, так как даже самые умелые мастера тратили на изготовление макета очень много времени, а использование таких материалов, как пенопласт, пеноплекс, оставляет кучу мусора не только на рабочем столе, но и по всему дому. Сейчас магазины для творчества и многие интернет-ресурсы предлагают различные варианты пенопластовых мишек. Я купила две разные по форме заготовки и хочу показать, как будут выглядеть мишки из роз в конечном варианте. Я начну с этой заготовки. Ее высота 20 сантиметров. И на первый взгляд этот мишка понравился мне больше других. Здесь красивая рельефная спинка, большие ушки, есть хвостик и такая милая мордочка. Розочки из фоамирана – это то, чем украшают мишку. На заготовку высотой 20 сантиметров вам понадобится 3 пачки цветочков, а это 432 штуки. Очень удобно использовать цветочки без проволочки и чашелистиков, но я не нашла подходящего мне цвета и остановилась на розочках с ножками. Цветочки приклеивают с помощью горящего пистолета. Для всей работы нам необходимо около 3 клеевых стержней. Подготовьте цветочки. Я советую срезать проволоку, а не тянуть ее, так как, вытягивая проволоку, можно повредить серединку цветка. Также во многих цветочках я удалила чашелистики. В некоторых я сделать это не смогла, так как они были очень плотно приклеены и при удалении повреждались лепестки розы. Многие мастера не делают этого, но мне больше нравится, когда мишка полностью розовый и нигде не просвечивается зелень. Если вы делаете мишку впервые, начинайте с несложной его части. Сначала обклейте спинку, чтобы почувствовать, как ложатся цветочки, и отработайте правильное расстояние между ними, чтобы не было видно белой заготовки. Розочки я приклеиваю в шахматном порядке. В местах, где есть много ровного места, можно наносить клей на заготовку и поочередно приклеивать цветочки. В сложных местах лучше приклеивать розочки точечно, нанося клей непосредственно на цветок. По цвету розочки выбирайте на свой вкус, только я советовала бы быть аккуратными с розочками двухцветными, так как, на мой взгляд, такие мишки получаются рябенькими и не очень красивыми. Для тех, кто хотел бы сделать цветочки самостоятельно, необходимо будет около 4-5 листов фоамирана размером 60 на 70 сантиметров. Но учитывая цену иранского фоамирана, с которого в основном делают розочки, самодельные цветочки выходят не намного дешевле, чем готовые. Цветочки на голове я клеила полукругом. Особое внимание уделите носику и мордочке. Это самая видная часть мишки. Подберите для этого самые ровные и красивые розочки. Когда будете делать ушки, обратите внимание, чтобы оба ушка были обклеены розочками симметрично. Если в ходе работы вы заметили, что какие-то цветочки приклеены неровно, то можно их аккуратно вынять и переклеить правильно.
Работать с заготовкой очень приятно, и с нетерпением ожидаешь окончания работы. И вот мишка готов. Ощущение, когда держишь его в руках, описать просто невозможно. Этот мишка из роз – настоящий антистресс. Он необыкновенно мягкий и нежный. Такой мишка в магазинах подарков стоит около 25-30 долларов. Мой же мишка обошелся мне около 14 долларов. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно было полезным для вас. Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал. Во второй части этого видео я покажу, как выглядит мишка, заготовка которого совершенно другая и почти в 2 раза дешевле. А с вами была Ирина. Приятного вам творчества!